Привет, привет. День номер 83. Сейчас будем монтажировать вот этот вот большой карниз. Мы самый большой кусок оставили для вас посмотреть. Как там было, да? Что можно бесконечно смотреть на три вещи. Как течет река, как горит огонь и как работает другой человек. Сейчас вам предоставится эта возможность, друзья мои. В качестве клея и одновременно подушки. Такой для посадки вот этой детали. Вот, кстати, вот эта деталь. Вот она такая, тяжеленькая. Мы используем волмослой. Она позволяет работать без грунтовки. Так написано на мешке. Надо смочить сухое основание и дать впитаться в воде. Вот. Сейчас мешок покажу. Вот такая штукатурка. Волмослой. Сейчас полезу к Саше, зафиксирую где-то камеру и посмотрим, как оно пойдет. Это самый большой кусок здесь из всех. Приходится вылавливать вот эту плоскость, чтобы и немало было, и немного. Потому что если будет много, придется прибивать, как-то там шуршать. А если будет мало, то будет мало. Смотрите. Ага. Давай мне на пол. Поставили. У нас там метки выставлены в углу. Я потом покажу, как это выглядит. И там метки выставлены. А нет, стоп, там меток нет. Там уже более-менее ровно она стоит. Надо просто попасть профилем. А в углу метки. Да ты делаешь? Ты не делаешь этих самых. Ну, такое мучение. Она еще играется. Поехали. Держишь? Да. У меня есть еще гвозди. Что делать? Все, она приклеилась сама уже чуть-чуть. Уже легче. На меня чуть-чуть. И все, стоп. Крутите. Попали? Да. Должна, чтобы ты перетянула. Отпустила. Хорошо, хорошо, все. Ты тут. Не затягивай. Есть. Так, перетянули. А нам это не выгодно, нам не нужно так. Вот. Так. Для чего надо было отпустить? Не дотягивать. Саша там перетянула, я отпустил обратно. Мне она на такой высоте не нужна. Она сейчас уплыла внутрь. Чуть-чуть отпущу еще. Вот. Так вот, отпустили зачем? Чтобы ее простучать. Чтобы раствор, как бы, он же там вся задранка, чтобы он немножко спустился. Вот, выползает из угла. Отлично. Этого достаточно, то есть как-то оно там распределилось в вибрации. Жиденькая штукатурочка облепила все. И замечательно. Теперь можно уже ее как бы подтягивать до нужного уровня. Да, кстати, про звук. Это полностью высохло, естественно. Вот такой звук издает сухой гипс. Мокрый он как бы не звенел. У нас здесь ушла на миллиметр в сторону, поэтому подкладкой просто отрегулируем. Потом высохнет, подкладку достанем и все. Так совпали, так совпали. Да. 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 И вот так. Да. Замечательно. Сейчас еще дополнительно сразу прикручу ее. Ну, может, что-то где-то прорвал у нас саморез, еще что-нибудь. Еще
несколько отверстий сделали и несколько саморезов загоняющих. Сейчас надо будет замазать еще вот эту щель, ну и чуть позже, чтобы уже не было ее. А, и метки я имел в виду вот такие. То есть я их сначала расставил, а потом уже снимал вот висящую эту деталь, чтобы попасть обратно. Вот Саша, она ломает. Вот Саша, она ломает. Саша выламывает тут все. Посадочное место под угол. Мы один угол уже монтировали. Вот он. И нам там пришлось поиграться, чтобы вставить его. Выломали посадочное в старой штукатурке, иначе не вставал вообще. Ну ладно. А у вас что? А что у вас тут? Сил не хватает. Сил не хватает. Ну и что там делать? Ладно, чего? Сейчас будем этот угол монтажировать. Что, сейчас предстоит нам задачка такая интересная, потому что вот эти штуки, они мешаются реально. Помните, я говорил, что будет мешаться. Но мы так правилом прокинули, посмотрели, да, будет мешать. Придется точить угол. Я попробовал пару раз ударить молоточком свежезамонтированные вот эти вот Отвалились. карнизы. Нет, не отвалились, но лучше рядом с ними ничего не бить. Так, для корректировки вот здесь, я думаю, вам видно за мной вот, мы прикрутили в угол порезки. Понимаете, да? То есть мы дальше, чем порезки, мы не сможем задвинуть угол. То есть это как бы упоры. И отталкиваясь от них, иначе у нас не от чего толкнуться, отталкиваясь от порезок, мы уже можем позиционировать как-то этот уголочек. Ну ладно, поскакали. Стоп. Попробуй еще где-нибудь. Ну-ка давай попробуй притирем сразу. Не, ну тут далеко. Не выйдет. Не. Давай обратно его. Все, выкручиваем просто. Потому что здесь нормально. Я понял, я вижу. Ну а вот здесь дает. Да. И угловой. Подрезали. Вот. Не знаю, видно вам, не видно. Короче, пришлось резать его. Ничего не поделаешь. А я не хочу убирать эти черные штуки, они реально держат доски. Там будет потом такой шалтай-болтай вообще, если я уберу их. Ну, это вот маяки. Понятно, вот эти, все равно эти товарищи черные не дают. Попробую я сейчас еще раз притереть, может где-то увидим там следы грунтовки-то черной. Что, давай впрочем, и обратно. Вот сюда дави прямо вот сюда. Тогда я давлю, а ты нож. Да! Давай, пробуем. Откручивай. Держишь? Да. Продолжим подрезать. Видно белые следы, где стирались. Уже лучше, но все равно не так, как должно быть. Короче, с 4-й попытки мы его попытались нормально. Попали везде. Вот это самое сложное место было вот здесь. Не давали вот эти вот маяки штукатурные, теперь нормально. Вот. Ладно, но это было еще не все. Теперь надо его снять, поставить там пару-тройку точек раствора, чтобы он как бы на подушечку сел какую-то и обратно вернуть. Вот. И для этого мы сделаем такой, простой такой ход. Мы поставим пару меток. Вот здесь, где порезка, угол, чтобы видно было. То есть на углу 2 точки никак уже не промазать. Ты можешь поставить только так. Вот я поставил по углам 2 метки. И этого достаточно. В принципе, в следующий раз мы попадем точно же в такое положение. И выставляя по этим меткам. И пока он так висит, я вижу, где идут доски. И сейчас можно насверлить еще больше дырок под саморезы. Сейчас оптимально. Хорошо сверлить, удобно. Так что посверлим, потом спустим,
раствор туда и обратно. Я буду прям с двух рук пил. Прям в рисунок толстый. Так, а где? А, вот здесь идет этот металл. Безжалостно прям в рельеф, в рисунок прям, потому что это самое толстое место, естественно. Так, смочили там, смочили угол. Сейчас пару точек поставлю раствора. Так чисто, подушечка, под ушечко. Надеюсь, сейчас нормально встанет на эти наши ляпочки. Они, может быть, там и не нужны были. Исторически-то 100 лет, ну здесь нет, но в других местах 100 лет простояло без них, чисто на подмазке круговой. Но мы можем, ну ладно, сделать что. Все, смотри все метки аккуратно. Четко смотри метки, не спеши, смотри метки. На меня? Ты сама тащи сама туда-сюда, крути как хочешь. Со всех сторон метки посмотри, стой. Отлично. Не закручиваю сильно. Да, не закручивай. Правильно ты делаешь. Ага. О. Потихонечку поджимается все, чуть-чуть. Чуть-чуть раствор там распределю, чтобы размазалось хорошенько. Ну вот, поставили мы наконец-то эту часть, осталась здесь только порезочка. Вот так, по-моему, хорошо все. Все ближе и ближе пододвигаемся к завершению вот этой вот пропасти вот этой страшной, какого-то этого небытия, которое тут происходило. Ладно, всего доброго, до свидания, всего хорошего. Пока-пока.